Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно буду приветствовать скорпионов. Итак, уважаемые скорпионы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы посмотрим, что готовит для вас грядущий месяц июль. Рассмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, любовь и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. И начиная с общей атмосферы, давайте с вами приступим. Какой же будет июль, что он вам готовит? Многие вещи вы увидите буквально под микроскопом. У вас откроются глаза на то, что вы ранее не замечали, либо старались узнать, но вот никак не могли. А в июле у вас это получится сделать. Могут быть такие весьма приятные поездки в приятные места. В целом корабль символизирует движение вперед. В таком, знаете, окрыленном настроении, в приподнятом настроении. И рядом с вами мужчина. Те, кто ждут нового знакомства, обязательно оно, скорее всего, состоится. Либо же здесь тот мужчина, который рядом с вами, он будет для вас особенно значимой фигурой. Он проявит себя как мужчина, он проявит свою поддержку, окажет какое-то особое внимание для вас. Плюс в более поздние сроки, чем июль, для вас будет открыта важная, значимая информация. Сначала вы увидите какие-то предпосылки, а потом, собственно, и ознакомитесь с самой вот этой важной информацией. Хороший месяц, прекрасный месяц, вы движетесь вперед, причем в верном, в правильном направлении. Давайте теперь рассмотрим сферу работы, уважаемые скорпионы, что будет в работе. Все спокойно, размеренно, более или менее стабильно, но какие-то планы, которые вы наметили, будут осуществляться несколько медленнее, чем вы того хотели. Здесь есть чего ждать, и вы терпеливо ждете, но вот эта медлительность, она порой, прям, знаете, вот заставляет вас тревожиться и переживать. Тем не менее, переживать не нужно, все хорошо, все замечательно. У вас есть время на отдых, у вас есть время на то, чтобы восстановить свои силы. Порой здесь нужно будет проявить кому-то сочувствие, терпение и понимание. И эти моменты являются для вас важными и такими, знаете, ключевыми, я бы сказала. Но в целом в работе ваша обстановка, она весьма стабильная и спокойная. Порой даже вот это спокойствие будет приводить вас в такое состояние, когда, ну, как-то вот скучновато. Хочу двигаться вперед, но вот из-за того, что приходится ждать, приходится и тревожиться. Не так все быстро, как хотелось бы. А есть ли, давайте посмотрим, есть ли шанс ускорить как-то? Ну, вы знаете, есть шанс ускорить те события, которых вы ждете. Можно использовать какую-то информацию, которая даже не является достоверной. Пятерка мечей – это победа любой ценой. Здесь даже можно использовать манипуляцию информацией, которая поможет ускорению какого-либо вот процесса, который вы стремитесь осуществить. Выбор в любом случае за вами. В целом все хорошо в работе. Давайте посмотрим финансовую составляющую. Сфера финансов. Вы знаете, все вполне гармонично, все вполне спокойно и размеренно. Будут поступать какие-то новые предложения об улучшении вашего финансового состояния. Будут постоянно поступать денежные средства, причем в таком приличном количестве. Вам могут предложить какой-то альтернативный, либо новый источник дохода, и вам нужно будет выбирать. Все будет зависеть от того, какой выбор вы сделаете. Пустая карта говорит о том, что пока еще не предрешены какие-то события, и их исход будет зависеть от сделанного вами
вами выбора. В любом случае, здесь и предложение о заработке, об улучшении материального положения будут, и постоянные денежные поступления. В целом, вас в финансовой части все устраивает. Есть денежные средства и на то, чтобы доставить себе удовольствие, и на то, чтобы отдохнуть, и на то, чтобы реализовать какие-то такие важные, значимые для вас цели. Теперь давайте посмотрим любовь, что в сфере любви у скорпионов в июле. Ой. Здесь был мужчина. Давайте посмотрим в сигнификаторах. Вы знаете, судя по всему, мужская фигура будет рядом с вами находиться и будет играть значимую роль для вас. Но что касается сферы любви, вам захочется побыть в уединении, вам захочется побыть как-то в отстранении, в одиночестве от всех. Вы будете добровольно как-то вот выстраивать те границы, которые будут вас немножко даже изолировать от личных, от романтических отношений. У многих здесь может состояться такое знакомство, как, вот знаете, любовно-романтические отношения. Карта Маг очень часто символизирует молодого любовника, то есть мужчина, который младше вас по возрасту, и здесь действительно может завязаться некий такой вот роман, романтические отношения, если вы того ждете, если вы к тому стремитесь. Но, вы знаете, в целом я могу сказать, что личная жизнь в июле у скорпионов не будет такой насыщенной, какой хотелось бы. Легкий роман здесь возможен, но в целом вы как-то, вот знаете, как будто отстраняетесь, вы как будто бы уходите в уединение. А почему? Давайте почему посмотрим. Ну, во-первых, здесь могут решаться вопросы материнства, и здесь просто недоотношений, либо же здесь вопросы, связанные с организацией важных для вас дел, когда вы являетесь начальником, руководителем, либо же нужно принимать какие-то важные значимые решения. Да, императрица, пентаклевая королева, здесь может просто отыгрываться такая ситуация, когда многие из тех женщин, которые смотрят замужем, и семейная жизнь давно приобрела уже такой вот рутинный ход, и все, что связано с личной жизнью, сводится к такой вот обыденности, да, к рутинности. Хочется побыть одной. Все ваши заботы сводятся к исполнению каких-то материнских обязанностей. У многих, повторюсь, может отыгрываться то, что вы в позиции начальника, вы в позиции руководителя исполняете вот эти вот важные функции, сосредоточены на финансах, сосредоточены на каких-то официальных моментах, и поэтому личная жизнь, она такая вот весьма, я бы сказала, скучноватая, либо же вот в отстранении, в отдалении. Тем не менее, рядом с вами есть мужчина, который готов оказывать вам внимание, ну и, судя по всему, поддержку. Теперь давайте посмотрим совет, к чему стремиться скорпионам в июле. Вы знаете, а нужно стремиться сохранить то, что для вас дорого и значимо, плюс успеть принять все предложения, которые для вас интересны. Причем очень многие моменты, которые для вас важны, они имеют важное значение для вас и берут начало из прошлого, актуальны в настоящем и будут важны также в будущем. Шестерка кубков — это, знаете, как связь времен. Еще очень важную роль играет шестерка кубков в сфере взаимоотношений любых абсолютно. Это и любовь, это и дружба. Тех, на кого вы обижались, важно простить, важно помириться с теми, кто вам все-таки дорог. А чего остерегаться стоит скорпионам в июле? За вами могут наблюдать. Вот остерегайтесь этих наблюдений. Остерегайтесь также той информации, которую вы узнаете, потому что информация будет поступать, она важная, но вам нужно воспринимать ее очень осторожно. Осторожно также выстраиваете какие-то свои маршруты, к которым вы стремитесь.
И те моменты, когда вы ограничены в возможностях, они будут порой вас ставить в некий такой тупик. Это скорее касается работы, когда вы, знаете, вот скованы, да, что-то либо медленнее протекает, чем вы планировали, либо вообще ставит вас в такие рамки, когда вы просто связаны по рукам и ногам. Вот к этим моментам нужно отнестись с осторожностью, но насколько мы с вами посмотрели, здесь можно использовать ту информацию, которая принесет вам победу любой ценой. Да, выбор будет за вами. Здесь в любом случае надо как-то подстраиваться под обстоятельства, под ситуацию. Важно решить, чего же вы хотите на самом деле. Важно понимать, какого результата я хочу. Корабль, туз жезлов — это развитие, это движение вперед. В любом случае вы идете вперед, в любом случае вы развиваетесь. И важно те маршруты, которые вы выбираете, отслеживать и выстраивать весьма осмотрительно, учитывая те моменты, ту информацию, которую вам удалось получить. В целом, благоприятный месяц для скорпионов, и вот эти нюансы в личной жизни вовсе не должны никого огорчать. Здесь вот именно отдаление, отстранение от партнеров, имеющихся, от партнеров потенциальных, это ваша инициатива. Как вы захотите, так вы и будете действовать. Просто, знаете, такая огромная занятость наших уважаемых императриц, как мамы, как начальницы, руководительницы, как специалиста, как того человека, который принимает решения, будет вас гораздо больше увлекать и интересовать, чем, собственно, вот любовно-романтические отношения. Поэтому вот такой июль немножечко на некой такой любовно-романтической паузе. Ну, собственно, это неплохо. Вот такой получился у нас прогноз для скорпионов. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео.